тихом райончике Вероны Лила наткнулась на поразительное зрелище в своем саду в одно туманное утро. Там стояла собака, которая выглядела так, будто у нее не было дома, с шерстью черной, как ночь, и она стояла рядом с ее садовым сараем. Она смотрела прямо на нее с серьезным выражением. Лила заинтересовалась и подошла ближе, но то, что она увидела в пасти у собаки, пошатнуло ее и сделало ноги слабыми, а затем все вокруг потемнело. Когда она начала терять сознание, то, что собака держала, было настолько неожиданным. Это ошеломило ее больше, чем она могла бы себе представить. Когда Лила снова пришла в себя, она была в замешательстве. Она все еще не могла поверить, что видела, как эта собака принесла в ее сад, но глубоко в ее сердце она знала, что это правда. Она восприняла это как знак и была полна решимости снова найти собаку. Она не могла бы успокоиться, пока не сделает этого. В течение следующих нескольких дней Лила делала все возможное, чтобы отыскать эту собаку. Она искала ее повсюду, но никаких следов не было. Она почти собиралась сдаться, когда однажды собака вдруг вернулась. Лила не могла поверить своим глазам, но в этом не было никаких сомнений. Она знала, почему собака пришла в ее сад. Лила медленно и осторожно подошла к собаке, не желая спугнуть ее снова. Она никогда бы себе этого не простила, если бы это произошло, но также никогда не думала, что эта неожиданная встреча закончится так, как она завершилась. Но что же собака держала в пасти? Почему это так шокировало Лилу? И почему собака пришла в ее сад? Раннее утро было любимой частью дня Лилы. Ее муж уже ушел на работу, а дети еще спали. Она наслаждалась чашкой кофе, глядя в окно, наблюдая, как небо постепенно становится все светлее и светлее. Вокруг было совершенно тихо, кроме птиц, которые медленно пробуждались. Лила наслаждалась этим, пока это длилось, потому что скоро начнется хаос. Она прочитала несколько страниц книги, которую совсем недавно взяла, и выбрала наряд на день. У нее было запланировано несколько встреч на работе, и она хотела произвести хорошее впечатление. Когда она взглянула на часы и увидела, что у нее еще есть 20 минут, она решила полить цветы в заднем дворе. Не ожидая, что что-то странное произойдет, Лила наполнила лейку и открыла дверь на кухню в сад. Она направилась к клумбам и тихонько насвистывала, поливая все растение. Поскольку она уже находилась там, она также собрала несколько сухих листьев, упавших с растений, и подстригла их по мере необходимости. И тогда она заметила это. В ее саду была собака. Она стояла прямо у сарая, в углу, и не двигалась вовсе. Она просто смотрела на Лилу, а Лила смотрела на нее в ответ. Это была довольно большая собака, и, судя по всему, она была бездомной. Лила любила всех животных, но знала, что бродячие собаки иногда могут быть агрессивными, поэтому она решила действовать осторожно. «Привет, дружок. Что ты здесь делаешь?» – произнесла она мягким, дружелюбным голосом. Собака не шевельнулась, но начала вилять хвостом. Это был знак, который Лила ждала. Эта собака не собиралась на нее нападать. Когда она медленно подошла к ней, она заметила, что собака держит что-то в пасти, но пока не могла разобрать, что это. Лила приблизилась к собаке, сердце стучало от любопытства. Черная собака сидела спокойно, ее глаза были устремлены на нее, когда она сделала шаг вперед. Когда она протянула к собаке руку, та не дрогнула. Кажется, она поняла, что Лила не желает ей вреда. Взгляд Лилы переместился на предмет в пасти собаки. Она прищурилась, чтобы попытаться разобрать, что это может быть. Чем ближе Лила подходила, тем яснее становился предмет. Это было шокирующе знакомо, что-то, что она не видела годами, но узнала мгновенно. У нее перехватило дыхание, когда она протянула руку к собаке, которая спокойно сидела там, как будто ждала, когда она возьмет это. Ранний солнечный свет отражался от предмета, более явно показывая его очертания. Открытие было слишком сильным для Лилы,
и ее колени подогнулись, когда мир закружился вокруг нее. Она протянула руку, пытаясь устоять на ногах, но было уже слишком поздно. Она почувствовала мягкую траву на коже, когда упала. Утренняя роса охладила ее лицо. Собака тихо наблюдала, не двигаясь с места, пока Лила теряла сознание. «Мама! Мама! Просыпайся!» Голос Ноя пронзил тихий утренний воздух спустя некоторое время. Он встал на колени рядом с Лилой, осторожно тряс ее. Забота отразилась на его молодом лице, когда он смотрел на мать, лежащую на земле. Он снова позвал ее, громче в этот раз, надеясь, что она откроет глаза. Собака смотрела на расстоянии, ее хвост медленно вилял. Глаза Лилы медленно открылись, и она увидела обеспокоенное лицо Ноя. «Можешь принести мне стакан воды?» — спросила она. Ее голос был слабым. Ноа кивнул и побежал в дом. Лила медленно села. Ее голова кружилась. Она не могла вспомнить, что произошло. В ее голове проносилось множество вопросов. Почему она была на улице? И почему лежала на земле? Лила медленно встала и стряхнула с себя грязь, проверяя руки и ноги на наличие травм. Чудесным образом не оказалось никаких повреждений, даже царапины от падения. Она встала, стряхивая с одежды пыль, чувствуя легкое головокружение, но облегчение, что все в порядке. Вокруг нее сад был тихим, словно ничего и не произошло. Ноа вернулся, держал в руках бутылку с водой, с тревогой на лице. «Ты в порядке?» — спрашивал он, осматривая ее на предмет травм. Лила приняла воду, кивнула. «Да, просто немного шейкен», — ответила она, изогнув слабую улыбку. Присутствие Ноя, полное заботы, было утешительным, напоминая Лиле, что она не одна в этом странном повороте событий. Пытаясь осмыслить, как она оказалась на земле, Лила медленно обвела взглядом свой сад. Ее разум был в тумане, детали ускользали, пока она не посмотрела к старому сараю на краю сада. В ее памяти что-то щелкнуло. Сарай, причина, по которой она вышла, держал подсказки о развертывающемся мистическом событии. Пора было продолжить расследование. Но Лила знала лучше. Что-то было не так, и ответы находились близко, возможно, ближе, чем она думала. Лила продолжила искать собаку, зная, что надеяться не стоит, но она все равно позвала ее. Она прошла через сад, надеясь услышать лающую ответа. Лила проверила за каждым кустом и каждым деревом, ее крики становились все более отчаянными. Когда время шло, она поняла, что поиски сейчас бесполезны, и вернулась назад в дом, тревожась, но полная решимости. Поняв, что время поджимает, она быстро подготовила Ноя и Карли к школе, замечая, как они опаздывают. Утро стало вихрем тостов, рюкзаков и потерянных ботинок. Лила управляла хаосом с отточенной ловкостью, ее мысли все еще блуждали о пропавшей собаке. Когда часы продолжали двигаться, она подгоняла детей к двери с завтраком в руках, ее сердце колотилось в ритме утреннего гонга. Озабоченная своей способностью ехать за рулем после потери сознания, она обратилась за помощью к соседу, чтобы отвезти детей в школу. Быстро позвонив мистеру Томпсону, который жил по соседству, она объяснила свою ситуацию. К ее облегчению он сразу согласился помочь. Лила собрала Ноя и Карли, проведя их к соседу. Она передала их ему, он пообещал, что они прибудут вовремя, и поблагодарил его за помощь. Лила проводила детей взглядом, наблюдая, как машина исчезает за углом. Ее беспокойство о собаке на время сменилось благодарностью за доброту мистера Томпсона. Она знала, что дети в надежных руках, что дало ей возможность сосредоточиться на следующих шагах.
С немного спокойствия Лила решила вернуться назад по своим шагам, надеясь найти подсказку о местонахождении собаки. Пока ее дети находились в школе, Лила стремительно бегала по своему саду и по улице, охотясь за глазами, сканируя каждую тень в поисках загадочной собаки. Она тихо свистнула так, как делала это, когда звала друга, но ее позвал только тишина. С тяжелым сердцем и взглянув на свои часы, она повернула в сторону дома, осознавая, что больше не может откладывать свой уход на работу. В автобусе Лила быстро отправила сообщение своему начальнику, объясняя, что опоздает из-за неожиданной ситуации дома. Ее начальник, всегда понимающий, ответил с добродушным напоминанием, что команда рассчитывает на ее презентацию сегодня. Лила кивнула самой себе, полной решимости компенсировать потерянное время из-за своего необычного утреннего приключения. На работе Лила презентовала свою презентацию с отточенной легкостью, получая кивки и улыбки от всех своих коллег. Тем не менее, когда она щелкала через слайды, ее мысли вновь возвращались к собаке. Она представляла, как она исследует ее сад, ее хвост весело виляет от любопытства. Даже когда ее коллеги аплодировали, она не могла не задаться вопросом, куда пропала собака. Она надеялась, что она скоро вернется. Убирая свой стол, Лила задумалась о визите собаки. Искала ли она что-то в ее саду? Почему именно она, а не кто-то другой? И откуда собака нашла тот предмет, который держала в пасти? Эти вопросы крутились в ее голове, как листья в вихре, нерешимые и требующие внимания среди ее повседневных обязанностей. Тем вечером дома Лила заварила чай и устроилась у окна, время от времени выглядывая на двери сада. Она надеялась увидеть собаку и была в отчаянии за ответы. Она просто не могла забыть о том, что увидела тем утром. Как небо потемнело, она оставалась бдительной, молчаливым хранителем тихой ночи, ожидая знака, который, возможно, так никогда и не появится. Трое ринулись к двери, их сердца стучали в надежде догнать ненадежного гостя. Добравшись до сада, Лила и Кристофер нашли себя на момент слишком поздно. Тишина ночи приветствовала их без каких-либо следов загадочной собаки. Разочарованные, они начали оглядываться, надеясь, что она появится вновь. Прохладный ветер шептал сквозь деревья, единственный свидетель их упущенной возможности. Они не могли не задаться вопросом, не могли ли их быстрые шаги и громкий восторг Ноя испугнуть собаку. Когда они возвращались к дому, они осознали, что их поспешные движения и радостные крики, вероятно, испугали собаку. Кристофер потер свою голову, размышляя о том, что можно было бы сделать по-другому. Лила успокоила его, предложив быть более внимательными в будущем. Ной, почувствовав себя виноватым, пообещал быть тише в следующий раз. Они вошли в дом, оставив дверь слегка приоткрытой на всякий случай. Внутри Кристофер задумался. Он предложил установить камеру безопасности, чтобы следить за возвращением собаки. «Это будет нашим маленьким проектом», — сказал он, надеясь поймать момент без испуга животного на этот раз. Лила кивнула в знак согласия, пока Ной с восторгом представлял себя детективом. Они запланировали установить камеру с утра. Полные надежд на любые подсказки о специальной связи собаки, Лила согласилась на установку. На следующий день она с Кристофером провели после обеда, настраивая линзы и углы, чтобы камера охватывала каждый уголок сада. Кристофер забрался на лестницу, обеспечивая камеру воздухом, в то время как Лила указывала снизу. «Все идеально!» – воскликнула она. Как только они остались довольны всем, они вернулись внутрь и проверили видеопоток на ноутбуке Лилы, чтобы убедиться, что он четкий и непрерывный. «Это должно сработать», – пробормотала Лила, больше для себя, чем для Кристофера, пока они завершали настройку. Затем они некоторое время просто смотрели на поток на экране, ожидая знака. Чтобы привлечь собаку, Лила поставила воду и еду рядом с сараем. Иногда она заглядывала в окно, проверяя, приманила ли собака ее предложение. Кристофер следил за видеопотоком,
готовый возбудить Лилу при малейшем намеке на присутствие собаки. У каждого была своя задача, и они держали уши наготове. Они ждали возвращения собаки, надеясь, что подношения соблазнят ее появлением. Часы превращались в дни, Лила и Кристофер поочередно следили за потоком. Они едва разговаривали, а тишина между ними наполнялась ожиданием и тихим гудением компьютера. Сад оставался неподвижным, еда и вода без особого внимания, но они не теряли надежды. «Она появится», — вселял надежду Кристофер Лиле, хотя его уверенность пошатнулась. Дни проверок камеры не принесли никаких результатов, почти разочаровывая надежды Лилы. Они смотрели записанные кадры ежедневно, быстро прокручивая часы тишины, ища хоть какую-то подсказку. Неизменившаяся еда начала портиться, а в миске для воды скапливались листья. Лила задумывалась о том, чтобы сдаться, но что-то внутри нее призывало подождать немного дольше. «Всего несколько дней», — шептала она, не готовая отпустить загадку. Лила почти собиралась сдаться, когда собака вернулась, сосредотачиваясь на двери сарая в ее саду. Она медленно шла взад-вперед, ее взгляд фиксировался на дереве, намекая на скрытые тайны. Лила наблюдала с любопытством и удивлением. «Эта собака не может знать, что я держу в сарае, не так ли?» Медленно открывая дверь и выходя, не желая испугать собаку. Лила приблизилась к ней с тихим шепотом, надеясь успокоить настороженную собаку. «Все в порядке», — уговаривала она, надеясь наладить контакт. Уши собаки слегка дергались от ее голоса, но она оставалась на месте, глаза полны осторожности. Лила медленно протянула руку, ее ладонь, как бы предлагающая мир и понимание, ждала ответной реакции собаки. Собака внимательно смотрела на Лилу, ее хватка на предмете в пасти. Казалось, она осознавала его важность, стоя крепко и настороженно. Вид вызывал восхищение. Тот предмет, что она держала, был старой мягкой игрушкой, пандой. Лила очень хорошо ее узнала, хотя не могла поверить, что она вновь оказалась у нее. Она знала, что эта игрушка привела собаку к ней и, более конкретно, к ее садовому сараю. Запирая сарай, Лила почувствовала прилив предвкушения. Отступив от двери, она дала собаке возможность войти, ее сердце бешено колотилось от волнения. Пес, все еще настороженный, внимательно наблюдал за ней, но держался на расстоянии, крепко сжимая плюшевую игрушку. Он еще не двинулся с места, но Лила поняла, что он хочет зайти в сарай. В конце концов, именно за этим он и пришел. Ласковые слова Лилы и открытая поза побудили собаку направиться к старому сараю. Она с осторожным оптимизмом виляла хвостом. Шаг за шагом, неуверенно, она приблизилась к дверному проему, принюхиваясь и вглядываясь в полумрак внутри. Бросив последний взгляд на Лилу, пес переступил порог, уткнувшись носом в землю, готовый раскрыть все тайны, которые таились внутри. Внутри сарай представлял собой настоящую сокровищницу запахов и зрелищ. Собака двигалась целеустремленно, поводя носом, словно шла по невидимому следу. Старые инструменты, пыльная мебель и коробки с забытыми вещами были осмотрены один за другим. Собака навострила уши и ускорила шаг, как будто была на пороге важного открытия. Чем глубже собака забиралась в сарай, тем интенсивнее становились ее поиски. Он петлял между кучами мусора, время от времени останавливаясь, чтобы более внимательно обнюхать какое-нибудь место или осторожно почесать пол. Лила наблюдала за ним из дверного проема с удивлением и любопытством. Она точно знала, что именно так привлекло внимание пса. В конце концов, поиски привели собаку к большой, слегка приоткрытой коробке в углу. Пытаясь открыть ее дальше, собака разочарованно заскулила, ее усилия были тщетны из-за веса коробки. Собака повернулась к Лиле с выражением искренней мольбы в глазах, и стало ясно, что ей нужна ее помощь.
Лила шагнула вперед, готовая открыть коробку для этой милой собачки. С помощью Лилы коробка со скрипом открылась, открывая ее содержимое. Пес немедленно бросился внутрь, яростно виляя хвостом, и появился оттуда с чем-то, нежно зажатым в пасти. Момент был простым и в то же время глубоким, как будто все дороги должны были привести сюда. Игрушечная панда привела собаку к Лиле. Это была не просто игрушка. Она принадлежала Максу, ее предыдущей собаке, которая умерла. Панда, молчаливый свидетель бесчисленных дней радости и ночей уюта, теперь вернулась, соединив прошлое и настоящее в осязаемом, трогательном напоминании. В коробке в сарае хранились другие старые игрушки Макса, и собака, должно быть, каким-то образом учуяла их запах. После смерти Макса семья передала его любимую игрушку, любимую панду, в местный приют. Они надеялись, что игрушка доставит радость другой собаке, и даже не предполагали, что она вернется к ним. Путешествие игрушки из их дома в приют и обратно в их жизнь было похоже на иронию судьбы. Этому не было никакого объяснения. Лила восприняла это как легкий намек Вселенной на то, что некоторые узы по-настоящему никогда не разрушаются. Когда собака играла с пандой, Лила не могла удержаться от смеха. Радость была заразительной и пролилась бальзамом на ее все еще скорбящее сердце. Эта новая дружба, зародившаяся после возвращения простой игрушки, стала намеком на более глубокую связь. Лила поняла, что иногда жизнь дает второй шанс самым неожиданным образом. Но это было только начало, и впереди было еще много моментов. Лила провела день, играя в прятки и разминаясь на траве с собакой. Они по очереди бросали фрисби, и собака высоко прыгала, чтобы поймать его, весело виляя хвостом. Позже они расслабились на траве, собака положила голову к Лиле на колени, пока она нежно гладила ее шерсть, наблюдая за закатом вместе. Решив шагнуть вперед, Лила широко открыла дверь кухни, приглашая собаку в свою жизнь. Она показала ей дом, устроив уютную постель в углу гостиной и наполнив миску водой. Собака настороженно обнюхивала все вокруг, в конце концов улеглась на свое новое место с удовлетворенным вздохом, глядя на Лилу доверчивыми глазами. Следующим шагом был визит к ветеринару, где собака была признана в отличном состоянии. Лила заполняла формы, в то время как собака исследовала кабинет врача, обнюхивая каждый угол и виляя хвостом в ответ на дружелюбие персонала. Ветеринар дал собаке угощение после осмотра, закрепив их новую дружбу, погладив ее по голове. Это был день празднования, когда Лила и ее семья подписали документы об усыновлении, официально приветствуя собаку в своих сердцах. Они устроили небольшую вечеринку, щедро накрыв стол с угощениями для собак. Собака в новом ошейнике с биркой на имя бродила среди них, наслаждаясь вниманием и любовью своей новой семьи. Она играла беззаботно, и на мгновение дом снова наполнялся, как и в старые добрые времена. Наблюдая за собакой, Лила ощутила прилив спокойствия. Она поняла, что жизнь продолжается, создавая новые воспоминания, даже когда они ценят старые. Этот новый компаньон привнес чувство завершенности и обновленной связи с Максом, соединяя прошлое и настоящее самым необычным образом. Вечера теперь проводились в рассказах о Максе с собакой, как будто она может понять каждое слово. Они смеялись, вспоминая, а иногда накатывали слезы, но это ощущалось как исцеление. Собака наклоняла голову, внимательно слушала, становясь частью их истории и связывая прошедшие и текущие моменты утешительным присутствием среди рассказов. Лила осознала через это путешествие, что самые красивые главы жизни могут начинаться неожиданно. Появление собаки, когда-то незнакомки, а теперь любимого члена семьи, открывало ее сердце новым возможностям. Это научило ее, что даже когда жизнь поворачивается неожиданным образом,
Всегда есть место для радости и новых начинаний, создавая пространство для будущих совместных приключений.